Дональд Трамп начинает войну. Почему белорусам теперь опасно в РФ и грузинского президента больше не будут выбирать грузины? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Новая мировая война. Что будет, если Иран задействует свои вооруженные силы? Решение суда обжалованию не подлежит, но если G7 хочется, то можно. Французские фермеры присоединились к польским протестам, но где и почему? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Трамп начинает войну, правда пока торговую. Избранный президент США заявил о введении 10% тарифов на весь импорт из Китая, объяснив это необходимостью борьбы с, цитирую, наплывом незаконных наркотиков, конец цитаты, включая фентанил. На его слова отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США. Говорит, торговое сотрудничество выгодно для обеих сторон, а тарифы и торговые войны не приносят победы никому. Китайская сторона напомнила о возобновлении сотрудничества с США в антинаркотической сфере после встречи на саммите в Сан-Франциско. По словам пресс-секретаря посольства Китая в США, Пекин уже предоставил Вашингтону информацию о своих операциях, ответил на запросы и предпринял действия для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Обвинения в содействии поставкам фентанила были названы бездоказательными. Это заявление Трампа продолжает его прежнюю риторику. Ранее он упоминал планы по введению пошлин на импорт из Мексики и Канады, что вызвал резонанс на мировых рынках. Аналитики Bank of America предсказывают, что такие меры приведут к экономической нестабильности, включая 5% обесценивание валют развивающихся стран и массовую распродажу облигаций в первой половине 2025 года. Российский теневой флот попадает под санкции как минимум Великобритании, которая ввела крупнейший санкционный пакет против теневого флота, который за год перевез нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Об этом сообщает британское правительство. Санкции нацелены на ограничение финансовых возможностей Кремля для ведения войны в Украине и осуществления других агрессивных действий. Под ограничения попали 73 российских танкера, больше, чем в любых других странах и санкциях. Ну а теперь и в Евросоюзе ведутся разговоры о том, чтобы бороться с этой проблемой. Сначала в Балтийском море, а потом по всему миру. Швеция действительно настаивала на включении в последний пакет санкций так называемого теневого флота. Я думаю, что нам нужно смотреть вперед и обязательно адаптировать дальнейшие меры в следующем пакете. Мы подумаем, как именно это будет сделано. Но очень важно сделать следующий шаг вперед, когда речь идет о теневом флоте. Это вопрос безопасности, но также и вопрос экологии. Последствия для Балтийского моря могут быть огромными, если у нас не будет контроля над кораблями, которые сейчас там находятся. Теневой флот России – это сеть судов, которые помогают Кремлю обходить санкции и продолжать экспорт нефти и газа. Старые танкеры покупают через фиктивные компании, выключают системы слежения и перегружают нефть прямо в море на другие корабли. Часто ресурсам меняют происхождение, чтобы продавать их под видом продукции других стран. Эта схема позволяет России скрывать доходы и продолжать финансировать войну. Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов на 14 декабря 2024-го, сообщает портал «Сова». Решение поддержали 85 депутатов. Инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря. Впервые в истории страны президент будет избран непрямым голосованием. Коллегия соберется 14 декабря 2024 года в здании парламента Грузии и изберет президента. Мы также сообщаем, что выборы проведет Центральная избирательная комиссия. Если кандидат не наберет 2/3 голосов, будет проведен второй тур. За кандидатов проголосует коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. Пока еще действующего президента Саломе Зурабишвили избрали прямым голосованием, то есть ее выбирали все граждане Грузии, и полномочия ее истекают в декабре 2024-го.
Прежде всего, мне жаль Кабахидзе, архитектора этой конституции. Очевидно, что он упустил из виду некоторые нюансы, иначе не было бы необходимости ее нарушать. Мне жаль всех тех парламентариев, которые сидят сегодня с застывшими выражениями лиц, полностью осознавая, что они продукт сфальсифицированных выборов. Они понимают, что на несколько месяцев или недель будут заключены в этом зале, где никто из них не имеет никаких прав. Политическая ситуация в Грузии остается напряженной, оппозиция не признает результат выборов в парламент, а также бойкотирует его работу. На фоне этого в Тбилиси 25 ноября была организована массовая акция протеста, начавшаяся накануне на проспекте Руставели. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Ну а французские фермеры, например, нашли правильное место и протестуют против соглашения между ЕС и странами Южной Америки не на украинской границе, как польские, а в Страсбурге возле Европарламента. Мы в отчаянии из-за того, что французское правительство и президент Франции не занимались этим вопросом в течение долгого времени. Глава страны должен был наложить вето на это соглашение, и мы видим, что в запоздалой реакции президента Франции есть определенное лицемерие. Накануне свой протест возобновили польские фермеры, но, не обращая внимания на то, что причины одинаковы у обеих групп, польские фермеры местом для протестов выбрали почему-то польско-украинскую границу. Страны G7 могут приостановить действие ордера Международного уголовного суда. Лидеры стран «семерки» оказались перед сложной дилеммой – исполнить ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или продолжить сотрудничество с ним ради урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Внутри G7 позиции сильно разнятся. США, которые не признают юрисдикцию Гаагского суда, избегают активного участия в обсуждении. Великобритания, напротив, занимает жесткую позицию и заявляет о готовности выполнить обязательства, даже если это потребует ареста Нетаньяху. Армия обороны Израиля объявила о достижении реки Литани в восточном секторе Южного Ливана и района Вади-Салуки. В обоих местах были обнаружены объекты Хизбаллы и десятки единиц оружия. Это первый случай с 2000 года, когда израильские войска достигли этой реки. Действия происходят на фоне решающего заседания израильского кабинета министров, на котором планируется утвердить предложенное США соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Глава МИД этой страны выступает с обращением к Тель-Авиву и просьбами таки прекратить огонь. Мы просим прекратить огонь. Мы хотели остановить это, потому что страна была парализована, хотя боевые действия велись в отдельных регионах. И мы хотели закончить это и добиться прекращения огня. По мере того, как израильтяне будут уходить, мы выведем на их место около 5000 военнослужащих. Вместе с тем, если не закончатся боевые действия, есть ли риск большей войны, учитывая вероятное участие Ирана во всех процессах в регионе и явного нежелания Хизбаллы прекращать войну против Израиля? Мы поговорили об этом с экспертом. Я думаю, что это будет прекращение огня, то есть промежуточное такое решение. Оно не решит все проблемы, первопричину конфликта, никак это не решит, но, по крайней мере, выведет регион на деэскалацию, с которой дальше можно будет работать. То есть я думаю, что это самый вероятный вариант того, как это все может закончиться даже до инаугурации Трампа, скорее, потому что администрация Байдена в этом очень сильно заинтересована. Если не будет этого до инаугурации Трампа, скорее всего, при Трампе нас ждет эскалация. Я не исключаю, что он попробует тоже договориться, потому что все-таки одно из обещаний Трампа на выборах было закончить бессмысленные, как он называл, войны на Ближнем Востоке. Это касалось и Газа, и он конкретно об этом делал заявление по Газе, что он считает, что этот конфликт должен закончиться. Но Ирана это не касается. То есть, скорее всего, Трамп вернется к стратегии максимального давления на Иран, что будет означать дальнейшую эскалацию между Израилем и Ираном, в которую могут быть втянуты Соединенные Штаты.
За последние полгода еще около 800 белорусов попали в российскую базу розыска, увеличив общее число до 4402 человек. Среди них около 30 бывших политзаключенных, белорусские добровольцы на войне в Украине, общественные деятели, политики, а также журналисты Белсата и Свободы. Как проверить, есть ли вы в российской базе розыска? Вы можете воспользоваться специальным сервисом, созданным Медиазоной. На сайте доступен поиск по списку разыскиваемых лиц, достаточно ввести свое имя в соответствующее поле. Даже если вы не нашли себя в базе, это не исключает наличие уголовного дела против вас в Беларуси. В случае сомнений рекомендуем обратиться за консультацией к правозащитникам. А тем временем Анджея Почобута, польского журналиста, который находится в заключении в Беларуси, освободили из карцера, но не выпустили из тюрьмы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.